Следующий вид энергии – это биологическая энергия, или более кратко мы ее называем биоэнергия. Биоэнергию мы получаем из того, что употребляем в пищу. Попадая с едой в наш организм, эта энергия трансформируется и поступает после этого в каждую клетку нашего тела. В сущности, биологическая энергия – это энергия биохимических процессов, которая поддерживает жизнь в нашем физическом теле. Биоэнергия создает тепло, и это тепло поддерживает температуру наших тел. Тепло, которое мы излучаем, а излучаем мы его постоянно, образует тепловой контур нашего тела, и этот контур мы называем биополем. С помощью ладоней лучше всего, конечно, это определять, и мы можем почувствовать такой контур от любого абсолютно живого существа. И таким образом мы можем почувствовать разницу в активности биологических процессов, которые проходят внутри живых объектов. В каждом из нас непрерывно происходят эти биологические процессы, потому что мы употребляем пищу, клетки делятся, определенные жидкости текут в нашем теле, клетки обмениваются этими жидкостями. И все это происходит с выделением определенного вида энергии и теплоты. Вот когда мы ощущаем более сильное тепло в определенном месте, то это действительно может свидетельствовать о воспалительных процессах. А когда тепло не ощущается, то можем сказать, что есть какой-то недостаток биологической энергии, и это может быть следствием хронических заболеваний или просто у человека вяло текущий метаболизм. Естественно, и вот здесь очень важно, я бы хотел сказать, что это наблюдение ни в коем случае не может быть основанием для наших категорических суждений и тем более постановки медицинских диагнозов, если у нас нет для этого специального образования. В рейки оценка биополя важна, но это только вспомогательный диагностический инструмент. При сеансах мы, когда ощущаем, что у человека недостаточно энергии биологической, недостаточно тепла от его тела излучается, то в этом случае мы определяем, может быть, продолжительность определенной позиции наложения рук в рейки. Но повторяю, что мы не можем, если не имеем медицинского образования, не можем ставить медицинские диагнозы только в основании того, что мы не ощущаем тепло или ощущаем его слишком много. И вот важно сейчас сказать будет еще об одной ошибке. Мы сегодня говорим о многих ошибках, и это действительно очень важно и полезно для вас. Ошибка очень грубая. Многие целители, когда работают с человеком, когда ощущают биополе, они путают понятия биополе и аура. И вот эта ошибка может привести действительно к очень неприятным результатам и может показать качество знаний и статус лечителя, целителя в такой неприглядной форме. Вот мне встречались люди, которые даже книги издавали, они рисовали схемы. На этих схемах граница биополя, которую они называли аурой, проходила не по поверхности тела человека, а внутри. И по словам этих людей, она образовала энергетические дырки или пробои в ауре. Вот один такой достаточно известный писатель показал мне один раз схему, на которой вся область живота человека была лишена ауры. Я попросил его объяснить, как он это определил. И он мне ответил, что его ладони имеют астральные глаза,
И эти астральные глаза ощущают тепло от ауры. И я ему сказал, что могу понять, конечно, что он не ощущает своими руками тепло от области живота пациента. И понял бы его, если бы он нарисовал границу биополя точно по контуру тела. Но каким образом на его схеме возникла граница, которая проходит не по телу человека, а внутри его? Как его руки с его астральными глазами абстрактными могли попасть внутрь человеческого тела? И он очень обиделся на меня и высокомерно сказал, что он создает астральную проекцию своих рук и видит с помощью этой астральной проекции. Я его тогда спросил, как может случиться так, что живые клетки не обладают биоэнергией? И он мне сказал, что в клетках нет никакой энергии, так как его астральные руки этой энергии не видят. И вот здесь, конечно, мы включаем логику и понимаем, что клетка, никакая клетка без биоэнергии существовать не может. И если верить утверждению такого человека, то целая огромная часть в области живота пациента – это мертвая ткань. В этом случае что должно произойти? У человека должен развиться некроз или гангрена. Естественно, этот так называемый мастер ничего не смог мне ответить. Он стал кричать, истерически махать руками, объяснил мне, что он великий целитель, что он самый великий мастер в своем городе и не может принимать мою критику. Вот печально из всей этой истории, что у подобных великих мастеров находятся великие ученики. И вот когда последователи таких людей все воспринимают просто на веру и не думают своей головой, не включают разум, а просто верят, слепо верят ему, то потом такие фальшивые знания, они передаются и дальше от человека к человеку. Вот поверить в то, что написано в книге или нарисовано в схеме такого лжемастера, людям гораздо легче, чем научиться думать самостоятельно. Вот люди, которые таким образом играют в шахматы, они получат мат еще в дебюте. Они не способны достичь полноценной игры и, к великому сожалению, может быть, это прозвучит фатально, но таких людей в рейке сейчас примерно 90%. И это очень печально, потому что самую важную часть работы рейки-мастера заключается в том, чтобы научить своих учеников думать. Именно способность мыслить отличает человека, который способен стать прекрасным рейки-мастером, от человека, который в лучшем случае своего развития может стать подмастерьем.